Тайга не прощает слабости, и старый лесник Михалыч знал это лучше других. В тот вечер он обходил дальний кордон. Мороз крепчал, и старик уже поворачивал к избушке, когда боковым зрением уловил движение. На поваленной сосне в 10 шагах сидела огромная таежная рысь. Зверь был худой, с горящими желтыми глазами. Рыси редко выходят к людям так в открытую. Это дурной знак. Михалыч медленно снял с плеча карабин. Он знал, если кошка прыгнет, шансов у него мало. «Иди своей дорогой!» — буркнул лесник, ловя зверя в прицел. Но рысь не шелохнулась. Она смотрела на него в упор, а потом сделала то, чего Михалыч никак не ожидал. Она спрыгнула в снег, сделала пару шагов к нему и что-то выплюнула из пасти прямо под ноги человеку. После этого она отскочила назад и издала странный мяукающий звук, похожий на плач. Михалыч, не опуская ружья, подошел ближе. На белом, нетронутом снегу лежала маленькая, ярко-красная детская варежка с вышитым зайчиком. У лесника потемнело в глазах. Он узнал эту варежку. Утром его 5-летняя внучка Катюшка играла в них у дома. «Где она?» — заорал Михалыч, забыв про осторожность. «Веди!» Рысь словно ждала этой команды. Она развернулась и метнулась в чащу, то и дело оглядываясь, проверяя, успевает ли за ней тяжелый, неуклюжий человек. Это была самая страшная гонка в жизни лесника. Он бежал, задыхаясь, проваливаясь в сугробы, молясь только об одном — успеть. Через километр у старого оврага рысь остановилась. Внизу на дне оврага, полузасыпанная снегом, сидела маленькая Катюшка. Она уже не плакала, сил не было, она просто замерзала. Девочка ушла за красивой птичкой и заблудилась. Если бы не рысь, которая учуяла ребенка и принесла деду весточку, к утру тайга забрала бы ее навсегда. Михалыч скатился вниз, подхватил внучку на руки, кутая в свой тулуп. Он поднял голову. Дикая кошка сидела на краю оврага, наблюдая за ними. Старик посмотрел на свой карабин, потом на зверя и медленно поклонился ей в пояс. «Спасибо, хозяйка, век помнить буду». Рысь дернула ухом с кисточкой и бесшумно растворилась в зимнем лесу. В ту ночь Михалыч понял: иногда помощь приходит оттуда, откуда ждешь только смерти. И у зверей тоже есть свой неписанный кодекс чести. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.